Друзья, решил я не затягивать с кухонным гарнитуром. Набрал вот такой профильной трубы 30 на 30, стенка 1,5. Хочу совместить два стиля, сделать необычную кухню. Этот будет стиль рустик со стилем лофт совмещен. И будет очень оригинально, и я думаю, будет красиво. Вот хочу сделать каркас кухонного гарнитура из профильной трубы, покрасить молотковой краской. Ну, в общем, смотрите видео и все увидите. Вы думаете, что у меня все с бухты-барахты? То вы ошибаетесь. У меня есть план. Вот он. А еще сбылась моя мечта давнишняя. Я к этому делу прикупил себе вот таких два помощника, которые будут мне держать мои заготовки, пока я их варю. Протестю, скажу, красота или себе. И сразу же в ход пошел мой отрезной станок. Обалденная штука. Как мне теперь классно резать. Друзья, первый раз от сверления я получал только положительные эмоции. Спасибо моему сверлильному стойке для дрели.
моей сверлильной стойки для дрели. Посмотрите видео, как я ее собирал. Очень удачная конструкция, мне нравится. Отверстие для того, чтобы потом крепить столешницу, уже не мучиться и не сверлить, так сказать, вручную. Заранее решил заготовить отверстие. Удобно работать с уголочками-то. Но пока на прихватке вот две такие рамки сварганил. Сейчас из них соберу что-то вразумительное. Вот что у меня на данный момент получилось. Размеры никакие не даю. Мы с женой высокие, поэтому делаю под себя. У меня мебель нестандартного размера, повышен на 10, наверное, сантиметров. Вот, это первая часть. Сюда будет потом коннектиться вторая часть. И уже непосредственно под ящики все дела будут, перемычки, от дверцы, перемычки, все это будет сформировано. Вот такая вот получается конструкция. Итак, железячные работы закончились. Вот, остается у меня теперь дерево, покраска. Все собрать, полочки сделать, ящички выдвижные. Ну все, каркас готов. Теперь вопрос, внимание. Сколько нужно шуруповертов, чтобы закручивать саморезы? Даю вам минуту на размышление. А потом показываю. Чтобы закручивать саморезы, нужно ровно 3 шуруповерта. Или 2 шуруповерта и 1 винтоверт. Вот почему одним шуруповертом мы засверливаем, вторым шуруповертом мы делаем потай, а третьим шуруповертом мы закручиваем саморез. Так что, друзья, можете смело показывать это видео вашим женам, когда начнет
вставать вопрос, куда тебе нахрен 5-й шуруповерт? У тебя их и так. Вот куда. А если какой-нибудь диванный умник скажет, что можно оснастку и в один шуруповерт переставлять, то этот умник, скорее всего, диванный. Потому что если ты работаешь, и тебе еще приходится постоянно переставлять оснастку, то вся твоя работа превращается в сплошной, туда-сюда дергаешь этот шуруповерт, этот патрон, чтобы переставлять оснастку. А еще, может, кто-нибудь скажет, что сначала насверли дырочек, потом назинкуй потаев, а уж потом вкручивай саморезы, и у тебя типа все получится. Но я вам скажу, редкие процессы дают такую возможность. Сначала сделать это, потом сделать то, а потом уже сделать следующее. А вот когда у тебя 3 шуруповерта, а лучше 2 шуруповерта и 1 винтоверт, вот тогда наступает магия в работе. Становится очень приятно работать. Вот. Теперь я могу наконец-то вот эту вот штуку покрасить. Пока не сделал щит и не просверлил отверстие, не хотел красить, потому что потом покрашенным надо было бы сверлить, и не хотелось, короче, покрашенным это все делать. Поэтому вот, красить буду молотковой краской. Ой, тяжело вылазит, нифига так плотно сделал. Щит бы не раздолбить свежесклеенный. Молотковая краска. Это краска, которая красят железные двери. В магазинах, которые продаются, железные двери, вот они покрашены молотковой краской. Она создает такую интересную текстуру и очень крепкая, и неприхотливая. Там, по-моему, на банке написано, что ее можно на ржавчину наклеивать, намазывать. Поэтому буду красить молотковой краской. Мне очень нравится, какую текстуру она дает. Вот. И, друзья, смотрите в следующем видео. Нет, вы не в следующем видео смотрите. Вы прямо сейчас смотрите. У меня, наверное, войдет эта штука в видео с покраской. Вот, покраска прямо сейчас и займусь. Вот. Такой хитрый метод, чтобы не сверлить на лицевой стороне отверстия, во-первых, или чтобы не приваривать сюда какие-то державки. Кто-то использует уголки, распиливает, я видел там что-то. Короче, какие-то сюда
приспособление приваривает и потом прикручивает с внутренней стороны. Я пошел другим путем и сделал вот так. Ну, в принципе, геморно, конечно, все это. Может быть, проще было бы, конечно, и приварить сюда какие-то, ну не знаю, я пошел таким путем и в принципе не жалею. Так, надо поднагреть хорошо территорию и покраска. Использовать буду вот такую краску. Еще ни разу не использовал ее. Молотковая, по ржавчине. Короче, 3 в одном. 2 часа время высыхания. Не знаю, что за красочка. Наносить буду валиком. Так, валик у меня вот он. Валик у меня вот он. Специально взял маленький, чтобы можно было катать. Вот краска. Сейчас попробую. И сами все посмотрите. Если камера передаст, молотковая краска имеет очень интересную текстуру. И мне прямо она нравится. Я думал, это какая-то специальная покраска там. Сейчас же, знаете, это порошковая покраска, всякие разные виды покрасок существуют. А я знать не знал, что это просто краска в банке. Называется молотковая. И дает вот такую вот забавную текстуру. А почему сюда такая лучше всего подойдет? Потому что от сварных дел вот этих вот остаются грехи, которые хотелось бы спрятать и не использовать шпаклевку, потому что шпаклевка, она от металла она бывает отделяется. Вот. И зачищать вот эти вот места. У меня сварка не полуавтомат, поэтому варить мне красиво еще не получается, чтобы не надо было прям. Так, ладно. Закрывает, короче, неровности. Закрывает. Итак, у меня краска супер. Вот ее вот так наносишь просто кисточкой, и она сама потом разглаживается и принимает такую текстурный вид такой принимает. Вот здесь видно вот такая. Ой, обалденно, я прям фанат теперь молотковой краски. Никаких баллончиков мне теперь не надо. Просто супер. Вот и выглядит, и наносится. И 3 в одном. Не надо никаких грунтов. Сразу по ржавчине. Написано по ржавчине. Грунт, эмаль по ржавчине. Для мастеров по металлу. Вот. То есть, если заниматься мебелью в стиле лофт, я думаю, вот эта вот молотковая краска – это находка и подарок судьбы. Швы замазываешь сварные, она вот этой текстурой все скрывает, все маскирует, все твои рукожопства, все баги, все, короче, все, это для меня теперь краска номер 1.
я теперь только ей и крашу. Так вот поровнее слой наносишь, и он потом сам распределяется и такими пупырышками такими становится, такой текстурой. Я не знаю, как это вот добились они, химики. Это просто какой-то... Вот, смотрите, какая красота. Нет, для лофта это, по-моему, вообще, это то, что нужно. Друзья, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь обязательно на канал, и вы увидите продолжение цикла изготовления кухонного гарнитура в стиле лофт. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.